Так, друзья, вот у нас-то получается второй дубль. Вот заезжаем. Второй дубль, это значит второй день мне пришлось поехать, потому что в первый день у нас было здесь кое-какая проблема с записью. Так вот, это как раз вот этот район, в котором живет Игорь. Смотрите, здесь какая красота. Такая Камбоджа тоже бывает, вот смотрите. Все в зелени, все в чистоте. Просто красотища. Это закрытая территория. Территорию управляет управляющая компания. Так, вот заезжаешь здесь сюда. К ним. Охрана стоит на входе. Здесь у них такие аллеи. Конечно, немножко, может, отсвечивает. Аллеи такие большие, широкие здесь. Да, но днем, конечно, здесь другой вид. С ночи-то как бы это особо не видно, вечером точнее. Так, ну Игоря дома нет. А так вот заснимем его райончик. А вот тут он жаловался, что здесь очень много заселилось чуваков. Вот. Вот так вот они тут живут. Слушайте, очень прилично. Очень прилично. А мы сейчас еще поедем по району прокатимся, покажу еще этот район. И вот он сказал $300 всего лишь аренда у него. Но у него старая аренда. А так, говорит, сейчас может быть $400 стоит. Вот такое вот получается. Раз, два, три этажа. Такое жилье. Да, ну вот смотрите, комплекс получается. Видели, какой забор с колючкой, с камерами. Ну, понятно, что тут никто не заходит, не залазит, никто ничего. Здесь нет посторонних, как говорится, воришек, которые могут заскочить. Как бы тут, конечно, с этой точки зрения здесь очень безопасно. Таких, кстати, комплексов сейчас строится очень много вообще вокруг Пномпеня. Разного плана, короче, дома. Вот этот, кстати, дом побольше, вообще большой. Уже как бы, прям, не знаю, наверное, может быть метров, наверное, они под 300, под 400 вот такие дома здесь. А в одном комплексе я был, получается, за Пномпенем, мы там ездили как-то один раз по делам, там вообще дома, короче, были, ну, наверное, как и здесь, в самом начале, там вообще дома от $1 миллиона, такие огромные, там по 1000 квадратов. Ну, может, не по 1000, может быть, от 500, ну, короче, большие. Вот, видите, тут у них охранный пункт, пропускают. Ну, нас пропустили просто так. Отдали честь и все. Давайте, да? Сейчас мы еще проедемся по району, посмотрим, что тут у них есть. Какой-то парк тут, Игорь говорил, у них классный. Ну, я это, как бы, ребят, снимаю для того, чтобы у вас просто было представление о том, что какая разная, как бы, есть Камбоджа. Вот и есть и такая, есть и в которой я живу. И, как бы, я вам покажу, конечно же, еще и районы, скажем так, которые даже можно было назвать совсем таких плохих домиков.
да, вот проезжая здесь, такое ощущение, что не в Камбодже находишься вообще. Вот якобы в Камбодже вот конкретно таких вот больших комплексов не видел. Но здесь он сказал, что 8000 домов. Это целый город, микрогород. Таунхаусы есть отдельно стоящие дома. А вот тут строится что-то вообще грандиозное. Какая-то грандиозная постройка. Какой-то здесь вот Европарк. Мы сейчас как раз туда поедем, и я там еще засниму вам чуть-чуть. О, а тут мы у них прям выезжаем на какую-то площадь целую. С брусчаткой. Прям очень интересно. Необычное ощущение. Такое сооружение как бы странно увидеть вообще здесь. Сейчас мы выйдем здесь, поснимаем, пойдем. Очень красиво все сделано, конечно, у них тут. Да. Интереснейший комплекс. Парк большой. Действительно на Европу похоже. Вон Эйфелева башня даже у них тут есть. Ну что, уровень. И там он все застраивается дальше. Ого, сколько много карасей. Просто огромное количество. И специально их, видать, кормят. Так, а здесь какой-то Капитолий возводится, да, огромный. Что-то, какое-то сооружение. Надо будет спросить у Игоря, что здесь. О, вон там типа Биг Бен. Какая-то тут башня. Впечатляет. Впечатляет, причем все так вообще очень качественно все. Видно, что качественные материалы прям. Вот. Все тут видно. Деревья такие интересные. Есть. Хорошая деревня здесь у них. Что говорить. Друзья, вот мы еще в этом комплексе Игоря. Значит, зашли, тут такая классная кафеха есть. Прям красивая, интересная. В 2 этажа. Я себе заказал локлак, а Эпи себе заказала вот какой-то рис вот такой. Ну тоже какой-то вкусный. Это райс with спорк, свинина. Свинина и манго здесь у нее. Какие-то помидорчики. Так. Да, огурец, еще какой-то суп у него. А сколько это стоит? 7 Короче, это стоит даже меньше $2 стоит. А вот мой локлак, короче, принесли. Слушайте, это локлак какой-то на новый мотив, вот с таким перцем. Локлак — это вообще национальное камбоджийское блюдо. И вот принесли с каким-то вот рисом таким красным. Но это говядина получается, яйцо. Потом еще бульон какой-то принесли вот здесь. Он стоит $3.08 здесь. Вот такой у нас обед. В очень интересном заведении, в очень интересной кафешке. Итак, друзья, локлак, это вот говядина получается.
рис, тук-тук, только он какой-то такой красный, не могу понять, его подкрасили, что ли, чем-то он должен быть обычный, яйцо обязательно. Везде он по-разному подается, но это одно из самых вкуснейших национальных блюд Камбоджи. С говядиной. Очень вкусная история. Очень красиво, но еще идет, здесь получается еще пока вот идет достройка всего. Но я думаю, что это уже такой заключительный этап, потому что вот уже какие-то магазины тут открыты. Да, большое обилие магазинов. Там вот даже какой-то Сидней получается, такой Сиднейский, как Сиднейская опера, маленькая копия была. Да, действительно, Европарк. Все под Европу. Вот это здание не могу понять. Знаете, видел много разных больших зданий. Вот то, что тут строится сейчас. Похоже, конечно, на какой-то, как на Капитолий. Так, ладно, ну а мы вот с вами вот еще раз посмотрим, что у нас тут вот такие вот дома здесь с этой стороны тоже идут, таунхаусы. Я, кстати, когда буду монтировать фильм, я по-любому размещу какие тут цены. Здесь просто целые дома стоят полностью. Достаточно большие, трехэтажные, наверное. Под 450 метров примерно такие. Ну, растительность, как они здесь, конечно, все сделали, это, я думаю, камера как раз передает очень красиво. Ну, мне Эпи сказала, что сейчас, что это один из лучших таких городков, скажем так, закрытых, которые здесь есть в Пномпене. Так, а вот здесь вот у них какие-то спортивные сооружения большие. Там было написано, что есть и теннисные корты. И очень большой стадион. Прям видно, что стадион очень большой. Большое вот поле. Своя у них тут даже пожарная часть. Здесь вот идет сразу улица целая всяких разных ресторанов. Прям куча. А, здесь вот интернациональная школа. Где, наверное, учат только на английском. Или преимущественно на английском, значит. Вот целая улица идет ресторанов. Ну, слушайте, это огромная такая площадь. Очень все красиво, очень все интересно сделано.
Ну что, ты хочешь тут жить? Хочешь сюда переехать? Ты? Куда? Сюда, здесь. Да. Здесь хочешь жить, да? Друзья, теперь буду стараться с Эпи говорить по-русски. Она ж по-русски так-то говорит, а тут просто стесняется чуть-чуть. Давай говорить по-русски, да? Потом. Потом. Давай потом. Так, вот тут было рядом, тут, наверное, просто не было заметно. Огромное тоже здание такое, но оно такое многоэтажное было. Здесь большая парковка у них делается. Ну, тут еще достраивается, я так полагаю. Вся вот эта огромная здесь инфраструктура. Вот Хрюш. Это Хрюш везут. Это мы уже выехали из комплекса. Бедные Хрюшки. Везут их уже. Друзья, ну вот показал я вам этот комплекс, в котором живет наш иммигрант Игорь. Очень сильно впечатлил. Очень сильно, потому что... Вот потому. Блин. Друзья, ну, надеюсь, было интересно. Вот там я заметил, Хрюшек везли. Это чисто для контента было сделано. Вот. Вообще, конечно, комплекс очень сильно впечатлил. Впечатлила и в то же время и цена, которая там в аренду, там получается, сколько там у него, $300 за 150 с лишним метров. Примерно, я думаю, что где-то примерно метров там у него, наверное, 150. Поросят повезли. Но это, ребят, для контента было заснято. Вот такие вот иногда тут. Знаете, вот чем вот Азия, она, конечно, колоритна. Конечно, может быть, меня защитники животных будут еще сейчас критиковать. Но это жизнь, поэтому жизнь, она у нас какая есть. Я снимаю вам вот эту настоящую, реальную жизнь, какая здесь она есть, без всяких каких-либо прикрас. Не готовишься как бы толком ни к каким выпускам. Вот просто как есть, взял камеру, пошел и начал снимать. Комплекс я вам показал, вот этот большой, очень красивый, очень интересный. Прям впечатляет. Я таких комплексов мало где видел. По красоте, скажем так, в Америке как бы много красивых домов, много красивых всяких решений и так далее. Там, да, там вот в Штатах есть на такие вещи посмотреть, но это там, это не комплекс, это просто там вообще так все полностью идет. Но мы-то с вами находимся в Камбодже. В Камбодже все по-другому. Как видите, большой колоссальный контраст, везде контраст. Скоро будут новые выпуски. Схожу еще там, где можно сказать, что дома не такого элитного уровня, а совсем никакого уровня, где может быть даже и просто электричество где-то даже и нету. Вы тоже это увидите. Всем удачи, пока. Обязательно прокомментируйте, что вам интересно. И вот здесь вам такой вот. А вот, кстати, вот видите, вот тут дома справа, да? Вот такие. И так люди живут. И вон там живут в небоскребах. Всем удачи. Пока.